Ну что, деревню Гадюкино смыло, Сочи опять затопило в который раз. Все, что я вам говорил в своих видео, сбывается. Говорил вам о том, что побережье Черного моря, вообще горы, залповые дожди, сейчас норма. Именно это в Сочи происходит. Говорил вам о том, что берите повыше жилье, не стройтесь в оползневых участках, стройте на плите монолитной, а не на ленточных фундаментах. Это все в моих видео, потому что много лет прожил в Краснодарском крае и как раз в тех регионах, которые любят панаехи, так называемое, а я там жил и знаю, как там нужно жить, чтобы сохранить свое имущество, а не потерять его, потому что понятно, что государство вам никак не поможет. Ну да ладно. Приятно, когда твои, так сказать, выводы подтверждаются на практике, поэтому подпишитесь на меня обязательно и поставьте лайк, напишите комментарии, это меня очень мотивирует на продолжение. Видите, вы стали меньше писать мне комментариев, я стал меньше снимать видео, потому что это же должен быть взаимный интерес. Написали мне комментарий, мне интересно, я вижу, что вы читаете, я иду и записываю какое-то видео. Ну, сегодня я, так сказать, обобщая те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, хочу затронуть проблему денег и предпринимательства и трудоустройства. Значит, по поводу денег. Я был маленьким, глупеньким, и где-то в 2007 году, когда мне было хорошо за 30 уже, я решил, что я поверю российскому государству и начал пошел на поводу и начал платить большие налоги и большую зарплату, хотя работал сам на себя, но у меня была большая зарплата, и я надеялся, что государство исполнит свое это обещание, что оно будет добавлять к моей части пенсии, которую я себе плачу, еще столько же. Свои деньги я положил в негосударственный пенсионный фонд Лукойл, Лукойл Гарант, кажется, он назывался. И я думал, что вторая нефтяная компания в России, ну, это хорошее место, где хранить свои пенсионные сбережения в 2007 году. Что произошло дальше? Я платил себе много-много, налоги большие платил, начислял большие зарплаты себе. Соответственно, большие пенсионные накопления у меня были. Потом, я об этом не знал, но Лукойл Гарант продался Банку Открытия. И через несколько перетрубаций, через несколько перепродаж, в общем, по сути, этот неправительственный пенсионный фонд превратился в тыкву. Я получаю до сих пор какие-то сообщения от очередного перекупа, который перекупает этот фонд, но я так понимаю, что уже и не Лукойла там нету, Открытие, по-моему, вообще там разворовали этот фонд и куда-то спрятались, и потом государство санировало это. В общем, мало того, что это произошло с именно этим неправительственным фондом, ну, так сказать, тут вы можете мне возразить, ну ты же понимал, что это неправительственный фонд, были риски такие. Да, по-хорошему были риски. Либо хранить деньги у государства и потерять вместе с ним, либо в НПФ. Вот в НПФ, вот мои риски. В России они такие. Но дальше произошло еще лучше. По-моему, в 2014 году на фоне этих всех санкций после оккупации Крыма заморозили пенсионные накопления. И все. И сколько бы я потом не получал, уже никто мне ничего не добавлял сверху. И, честно говоря, я проработал в российской экономике с 98 года до 2022.
и был налоговым резидентом, платил налоги. Ко мне не было никаких претензий в этот период. Переплатил еще и по тем налогам, которые потом у меня имущество отобрала российская супермаркет правосудия, Краснодарский краевой суд. Сказал мне, что я много лет, десятки лет владел имуществом, а право собственности у меня никогда не наступало. А налоги я платил. А налоговый мне сказал, ну, когда ты платил, у тебя же было право собственности. Вот и все, мы начисляем все правильно, а возвращать тебе ничего не хотим. Вот, резюме, чтобы долго не влезать в подробности, много-много-много примеров того, что российское государство вас обманет и с пенсионными накоплениями. Вот это то в деньгах, то в баллах оно, то еще в алах каких-то. Понятно, что в рублях это все еще и инфляция съедается, если это все в рублях накапливается. Помните, что случилось с вкладами на сберкнижках? Если никто не знает, родился позже, поищите. Резюме. Вкладывать в недвижимость, казалось бы, хороший способ сбережения, но это на самом деле один из худших способов сбережения. Вы, допустим, купили квартиру за 100 тысяч долларов, в рублях она у вас будет расти, но инфляция будет съедать этот рост, а в долларах она будет падать в цене. Плюс у вас на квартиру еще сверху риски затопит, коммуналку, налоги. В конце концов, могут же принять решение, что у вас никогда не наступало право собственности, или объявить вашу семью экстремистским сообществом за что-то и отнять. Такое тоже может быть. Даже если вы тише воды и ниже травы, в России с вами может случиться все, что угодно. Поэтому я советую накапливать ваши пенсионные сбережения в валюте. Валюта была в Советском Союзе, даже когда это все было запрещено. Но даже в Советском Союзе, при том тотальном контроле, который был в Советском Союзе, при уголовной ответственности за оборот валюты, она таки была. И я, будучи советским мальчиком, видел доллары. Так что, если уж Советский Союз не смог задушить свободный оборот иностранной валюты на своей территории, то Российской Федерации до этого далеко. И никаких иных возможностей накапливать на будущее я не вижу. Да, понятно, и евро, и доллар подвержены инфляции. Но эта инфляция доллара и евро все равно значительная, меньше, чем те риски, которые у вас есть в рублевой зоне. А квартира это вообще не ликвид. Вы можете ее не продать, у вас ее могут отобрать. И любая недвижимость это вот как машина. Это то, чем вы должны пользоваться, то, в чем вы должны жить. Если вы это как инвестицию покупаете, то это очень рискованный актив. Моя точка зрения. Даже в Италии, в Испании тем более рискованно. Тут вообще вот в квартире не живешь, тебе заселились, и ты еще и должен остался. Ну вот, это что касается пенсионных накоплений. Надеюсь ли я на российскую пенсию? 100% нет. А на испанскую пенсию я просто не успею доработать. Мне тут осталось, если предположить, что сейчас пенсионный возраст 67 лет, за ближайшие 17 лет, скорее всего, поднимут для мужчин до 70 лет. Мне нужно прям начинать с сегодняшнего дня работать, чтобы 20 лет какого-то стажа себе наработать в Испании, чтобы получать минимальную какую-нибудь пенсию. Понимаете? То есть я уже проработал 28 лет, нет, 24 года, 25, да, наверное, год же заканчивается. 25 лет я проработал в своей жизни, и мне еще нужно 20 лет отработать
уже в Испании, уже в Евросоюзе, чтобы у меня была какая-то пенсия. Все, что я в России имел, у меня вообще сгорело в нули. Понимаете? Что я с собой увез из России? Только то, что здесь. Все остальное осталось там. Вот так вот. Ну и, соответственно, делайте вывод. Во что нужно инвестировать? Инвестировать нужно в свои мозги. Это, во-первых, то, что вы с собой можете всегда утащить. Во-вторых, это единственная инвестиция, которую вы лично можете контролировать. Все остальное все равно, так или иначе, подвержено стороннему контролю. Государства, других лиц, вашей жены, ваших детей, да кого угодно. А вот мозги пока еще, если, только рептилоидами контролируются, а все остальное в ваших руках. Все, подписка. Это очень важно. И поставьте мне лайк, напишите комментарий, куда вы инвестируете и чем ваши инвестиции лучше, чем мои.